Ферма Сан-Хуан всегда была для Лусии целым миром. Широкие поля, ласковый ветер и золотое солнце, опускающиеся на зеленые холмы, казались вечными. С самого детства ее неизменным спутником был торнадо, гордый вороной жеребец, подарок от отца, который стал не просто лошадью, а настоящим другом. Жизнь Лусии текла размеренно. Она выросла, встретила Рафаэля, доброго и честного фермера, ставшего для нее надежной опорой. Вместе они мечтали о будущем, полном простого счастья. Дни проходили в заботах о ферме, вечерами они сидели на веранде, глядя на угасающий закат. Все изменилось в один теплый весенний день, когда Лусия заметила: с ее телом происходит что-то странное. Живот начал стремительно расти. Первой мыслью было счастье. Возможно, она ждет ребенка. Стоя рядом с торнадо, она сообщила Рафаэлю новость. Ее голос дрожал от волнения. Рафаэль, услышав ее слова, не смог сдержать радости. Он обнял ее крепко, как будто боялся, что счастье может улететь. Вскоре они подтвердили догадки. Старый, добрый доктор Веласко после осмотра улыбнулся и сказал, что Лусия ждет двойню. Радость переполняла сердца супругов. Они строили планы, мечтали о смехе детей, заполняющем их дом. Но чем дальше шло время, тем яснее становилось, что-то идет не так. Живот Лусии увеличивался не по дням, а по часам. Даже опытный доктор Веласко начинал хмуриться на приемах. Лусия испытывала слабость, головокружение и боли, которые все труднее было списывать на обычную беременность. Тем временем в Лос-Альтосе начали расползаться слухи. Кто-то вспоминал, сколько времени Лусия проводила с торнадо, кто-то шептал за ее спиной о странной беременности. Шепоты перерастали в насмешки. Рафаэль пытался защищать жену от жестоких слов. Но однажды, проходя мимо рыночной площади, он услышал, как женщины открыто насмехались. Тогда он впервые сорвался. «Вам должно быть стыдно», — громко сказал он. «Вы смеетесь над тем, кто борется за жизнь своих детей». И хотя люди замолкли, боль от услышанных слов уже запустила в его сердце горькие корни. Вскоре все стало еще серьезнее. Доктор Веласко после обследования сообщил, что в матке Лусии обнаружено крупное образование. Биопсия подтвердила худшие опасения. Опухоль была злокачественной. Перед Лусией стоял страшный выбор: рискованная операция сейчас или попытка выносить детей дальше, подвергая смертельной опасности собственную жизнь. И она выбрала бороться. Ради малышей. Рафаэль принял ее решение. Слезы текли по его лицу в ту ночь, когда они сидели на крыльце, обнявшись, глядя на звезды. Именно тогда к ним подошел торнадо. Спокойно, словно чувствуя тяжесть момента, он ткнулся в ладонь Лусии своим теплым носом, а затем осторожно в ее живот. Он всегда знал, улыбнулась сквозь слезы Лусия. Рафаэль осторожно протянул руку, погладив жеребца. «Спасибо тебе, друг», — прошептал он. И в тот вечер трое стояли вместе под звездным небом. Женщина, мужчина и конь, связанные невидимой нитью верности. Но впереди была буря. На 5-м месяце беременности, в самую темную ночь, у Лусии началось кровотечение. Рафаэль, не помня себя от ужаса, нес ее на руках по коридорам больницы, умоляя о помощи. В операционной врачи боролись за троих. 2 малышей появились на свет крошечными, но живыми, а затем началась битва за жизнь Лусии. Операция длилась бесконечно долго. Когда доктор Веласко сообщил Рафаэлю о спасении Лусии, тот впервые за долгие недели смог вдохнуть свободно, разрываясь между слезами радости и изнеможением. Очнувшись, Лусия первым делом спросила: «Дети?» Рафаэль, держа ее руку, с трудом выговорил: «Они живы.
Они борются, как и ты». Шли недели. Лусия проходила щадящую химиотерапию, изо всех сил восстанавливаясь ради своих малышей. Аурора и Матео росли в инкубаторах. Каждый их крошечный успех становился целым праздником. Тем временем в Лос-Альтосе начали понимать, как ошибались. Подруга Лусии, Селина, рассказала правду, и волна поддержки захлестнула тех, кто раньше шептался за ее спиной. Наконец, настал день, когда Лусия впервые взяла на руки своих детей. Она плакала, целуя их крошечные пальчики, чувствуя, как сердце наполняется новой жизнью. Ферма Сан-Хуан встретила их возвращение оранжевыми красками заката. Торнадо стоял у ворот, гордый и спокойный. Когда Лусия, держа Аурору на руках, приблизилась к нему, конь осторожно наклонил голову, словно приветствуя малышей. «Мы дома, Торнадо», — сказала Лусия. Рафаэль, обняв ее, поднял взгляд к небу. В этот момент фотограф щелкнул затвором камеры, запечатлев их всех вместе — мужчину, женщину, 2 малышей и верного друга. Позднее Лусия поделилась этой фотографией в соцсетях, написав: «Мы прошли через бурю. Мы выстояли. Спасибо всем, кто верил в нас. Любовь всегда сильнее страха». Прошел год. Ферма ожила звуками детского смеха. Аурора делала первые шаги, держа в руках поводья игрушечной лошадки, а Маттео с восторгом тянулся к Торнадо, который терпеливо стоял рядом. Лусия сидела на веранде, держа детей на коленях, когда рядом присел Рафаэль. Он поцеловал ее в макушку и тихо прошептал: «Мы справились, любовь моя». «Да», — ответила Лусия, улыбаясь, — «мы справились». И над Сан-Хуаном в тот вечер раскинулось звездное небо, полное надежды, как символ победы любви над всеми испытаниями. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.